У меня сейчас истерика типа начнется. Что с вами? Можете объяснить зрителю, сука, вы бесите меня 1000 раз монтирую, ничего не... Мы не можем объяснить, потому что мы сами не знаем ничего. Мы сами не знаем, мы сами не понимаем, блядь. У нас наш путь просто, блядь, очень ебанутый, очень, не знаю, у меня такого не было. Вы понимаете, что... Полгода прошло, что было? Мы с Настей сначала нормально общаемся, потом друг друга ненавидим, потом нормально общаемся, начинаем сдруживаться. Подожди, это я еще взял сначала прям. О, так это... Прямо сначала. Но здесь он говорит, что нет, нам с тобой нельзя, что он никак не ничего. Вот здесь он хочет, у него Мужские мужские инстинкты. это все. Он мне только вот это сказал. А мне интересно, что у него вот тут просто, а сердце что-нибудь чувствует. Думаю, что Я ему сегодня это говорю, а он сразу такой, что вот тут, что? Часы там сразу поправляет, такой, что ты имеешь в виду? Отношения? Какие отношения? ну, мне кажется, он переводит все отношения с тобой в шутку почему-то. Ты должна просто поговорить и объяснить, вот поставить все точки над «и». Он тебе подарил цветы, сука. Он тебе подарил цветы, ты понимаешь, что он уже какой-то симпатик его представляет, он не просто человек. Ну, а зачем он говорит мне, что все, нет, мы только друзья? Но, может быть, он разозлился, то, что записал диктофон из-за этого. До диктофона он мне говорил это. Зачем со мной Может быть, он шиперить? хотел просто какого-то активности в соцсетях. Заебись, прекрасно. Вот как хорошо мне На вот самом эти деле, жизни. если что, просто все ради выгоды в интернет-сфере общаются, ты должна была понять, что, может быть, он сделал для каких-то охватов или для чего-либо. Но очень тяжкая ситуация с тобой, потому что если ты увидела в нем потенциального какого-то ухажера или парня, тебе тяжело просто с ним общаться. Но тебе надо с ним поговорить. Я уверен, что у него есть к тебе чувства, и эта любовь не в одну сторону, это любовь взаимная. Это пиздец какой-то, блядь. У меня мама это посмотрит, скажет, ну нахуй, сынок, ты ебанулся, иди к психологу, блядь. Ты мой корабль, а я твой штурман. Если ты море, я буду штормом. Будем мы вместе, вместе навек. И человеку нужен рядом человек. Ребята, ну вот наконец-то вышла моя новая песня «Ты мой корабль» Фуджи Марисен. Обязательно слушайте. Я знаю, что вы уже полюбили эту песню, так как эта песня была во всех сериях XO Team. Я буду очень рада за любую поддержку, потому что для меня песня это очень важна, и она про мою жизнь, про меня. Обязательно слушайте, поддерживайте. А с вами была ваша Мари, XO. Не на их советы, я с тобою хоть на край света. Для тебя всегда открыт, для остальных по настроению. Мы с тобой через волны, через тысячи падений, через сотни километров. Мы стрелой сквозь года, только вместе тратим время, только вместе. Я хочу, чтобы в этом реалити было все настолько честно, насколько это возможно. Это невозможно. Ну, Потому что как уже начало. Уже. И поэтому я говорю, что, типа, когда, если Чан об этом говорит... Я не знаю у кого, но я знаю, что... Кто фальшивит? Я не знаю, ты сама знаешь, Элиза. Это реалити просто сплошная какая-то хуйня. Вот то, что вы сделали сейчас с Тимом, типа, я сижу просто по сей... Вот на данный момент я просто сижу, и у меня, типа, мне неприятно. Что-нибудь. Да. Ну, идемте. Справились. Опаздываем. Мы справились. Так, все, Лиз, тайминг, все, идем.
А в чем тайминг? А почему у нас режиссер продюсеру говорит о тайминге, а не продюсер режиссеру? Тим, поздравляем тебя, у тебя вышла песня. Поздравляем, Тим. Че ты ржешь? Говори ему тайминг. Да, Гер, да тихо. Вы залетаете и просто разэтываете всех. Слышишь ты? А что делать-то? Поздравлять, сторис снимать. Поздравляем Тима с выходом трека, типа. И Тим такой, чё? И они говорят, ну, Тим, у тебя вышел трек «Одинокий волк», поздравляем. И я смотрю на Тима, он об этом не знал. Поздравляем. Мы считаем нужным выступить песню, что поздравляем тебя с песней. Ну, откройте. Ну, видимо, это уже 12 часов уже, и уже все ему сказали. Ну, отметили, вот, что выложен трек. Я, в ахуе. Кто? Ну, хуй это сделали. Кто это сделал? Кто это? Это вот, блядь, Что-что? Он сейчас придет. Я спросишь у него. А стоп, а что не так? Все, не беси. Не кричи, Блять, вы что, ебались? Какой нахуй «Одинокий волк»? Это вообще что за приколы? Выруби песню. Тим, ты просто выебываешься. Нет, просто я не хотел эти песни ебать, потому что вообще другой стиль, и никто не посоветует, что выписал песню. Ты выебываешься. Очень ебать, какой-то «Одинокий волк». Где? Хочешь? Чат, сок, все вижу сразу. Одинокий волк, бей, под твоим окном. Хочу тебе кричать о том, как сильно я влюблен в тебя, Мы выпустили трек Тима, который он вообще не хотел выпускать. Я как одинокий волк, бей, под твоим окном. Он не хотел его выпустить, вот так работает лейбл и влюблен в тебя, Я однажды углубился вообще в реалити для того, чтобы понять, как работает реалити. И в реалити почти нет реалити. Всем привет, я Макс Немцев, и это первые фаны вообще в этом реалити. С чего все началось? Я приезжаю, я знаю, какие ребята в жизни. И я приезжаю, и там сразу какие-то скандалы. Ну, то есть, и буквально это была ночь. Я подхожу к отелю еще тогда в Сочи парке и встречаю заплаканную Бэд Барби вместе с Бумом. И, естественно, у меня первый вопрос, что случилось? У меня первая эмоция, первое мое ощущение и мысль, что это какая-то накрученная история с псевдоотношениями, потому что я этого не замечал, пока находился там в команде до реалити. И у меня, естественно, был вопрос, это ребята играют на камеру в отношения и придумывают что-то, или это реальная правда? Допустим, я приехал вот буквально вчера-позавчера, и, мне ничего, что было до в реалити, не рассказали. Я, знаю супер мало историй. И, естественно, для меня это все так, кто с кем общается, кто с кем не общается, что было, что не было. Я практически ничего не знаю. Я знаю какие-то, слухи, не слухи, и то, что по сторис я видел в Москве. Все. Но, приехав сюда, я смотрю, у кого-то там в первый день что-то уже происходит. Я только приехал, там что-то происходит. И я понимаю, что эта ситуация, Пример давай конкретно. Я не могу его назвать. Почему? Потому что не хочу. Нет, я понимаю, что есть определенные штуки, которые условно каждый из нас понимает, что нужно сделать, чтобы быть более выигрышным в ситуации реалити. Либо более выигрышным в ситуации соцсетей. Но, я понимаю, что это делается. Нет, но есть такое, что нужно что-то приоткрыть, но... Есть такое, но, например... Помнишь, ты приехал, Макс, извини, что перебиваю. Помнишь, ты приехал в прошлом сезоне, во второй, кажется, день, как мы только начинали, и девчонки целый день срались из-за кроватей. Мы приехали раньше, мы приехали в первый день. Да, девчонки весь день срались из-за кровати. Но тема-то в том, что как раз-таки тогда это было настоящие у них споры, настоящая ссора. Нет, тогда Мишель Канелли раздавала из мухи слона. Ребят, камон! Может быть, давайте. Вы же пранкуете нас. На
на кровати будет спать тот, кто приехал первый. Ну, мы могли вчера приехать, мы бы заняли кровать, раз так правильно. Ну да. Я не с тобой разговариваю. Вам должны были изначально сказать, кто первый приедет, кто вы. Нет! Мы все ходили и разговаривали о том, что это измучи слона. Реально поссориться из-за кровати. Люди в 18-20 лет, вы что, прикалываетесь? Ну, типа, мозги же должны быть. 100%. Ну, мое отношение такое, что, ну, типа, я ко всему стараюсь быть простым человеком. Я не хочу строить из себя кого-то. Ну, типа, все просто. Есть конфликты, которые не заслуживают его внимания. вставлены. Ну вот, просто было такое, что кто-то прям раздувает. Да. Ну вот, ну типа, да не, ну, я думаю, что я бы тоже не стал говорить. Как одинокий волк, бэй, под твоим окном. Хочу тебе кричать о том, как сильно я влюблен в тебя, Я таким злым Тимой не видел очень давно, но он прям очень злой был. Ебать, как у меня жопа взорвалась. Просто пиздец. Просто пиздец. Когда вы это придумали вообще? Когда вот у вас эта идея возникла в голове? У вас всегда все доброе, всегда ничего, нет, ничего, вы не делаете такого жесткого, типа, делайте так, вы так. Я такой, ну, не знаю. Пошел, собрал всех, говорю, что вы считаете? Когда вы дошел? Ну, 3 минуты, 4. Я говорю, ребятам, как вы считаете, типа, ну, как идея? Что такие, ну, хорошо. Вот и все. Кто все? Ну, там, Элиса, Марго. Марго так сказала? Да. Ты реально, что ли? Ну, все, ну, это не... Только что мне все говорили, что все были против максимально. Да не хотели шары даже выносить, все были даже разговаривать на эту тему. Чего? Только что мне там затирала Маша Ильич, что она даже шары была против выносить. Чего? Но я очень сильно расстроен. Я считаю, на самом деле, в каком бы случае это не было, это все равно неправильно, когда люди без твоего спроса выпускают твой трек от твоего имени. Мне показалось это некрасивым. Мне кажется, это некрасивым. Это очень странно. И... Да мне тоже просто еще жалко то, что так... Тебе она все равно так нравилась, типа, и мы все равно много на него и времени потратили, сил, да и денег. И типа... Как будто... Не, ну, понятно, что это не впустую все равно, это опыт все. Но просто как будто поэтому так хотелось, чтобы его могли послушать, все равно те, кто его хочет послушать. Герман строит очень серьезное лицо и говорит, на это были потрачены деньги и так далее, силы. Да похуй, в принципе, на что это было потрачено. Ну, задели какое-то чувство, что ли, и, в принципе, это не то. Это можно было спокойно обсудить, поговорить, а не вот так вот как-то в крысу делая. Ну, что, было, да было, что мне с ним? Ну, все косячим и так далее, но такой косяк я буду запомню, конечно, но... А что у них там происходит? Чана там раз... Она говорит, вы долб***бы, многие здесь, нахуй. Долб***бы. Они сейчас общаются? А ей говорят, а кто долб***б? Она говорит, не скажу. Потому что... Они спрашивают, потому что здесь кто-то есть такой? Она говорит, да. Хочу сказать спасибо ИКСО, что меня сегодня очень классно поддержали, когда я выступала. Ко мне подошли девочки из Микки Хауса и спросили, они, во-первых, сказали, что «Ой, блин, ты такая классная, вообще очень здорово, классный трек, а почему тебя девчонки из ИКСО не поддерживают?» И я такая думаю, да нет, все нормально, все хорошо, типа мы просто, ну, чуть-чуть скринжовились от тусовки, а потом мне просто... мой друг скидывает видео, где на заднем я просто пою, а на заднем фоне вы стоите просто и, ну, вы отвернуты от меня, ну вот просто спиной ко мне. И мне так неприятно, вы бы знали, ну просто... По-моему, мы танцевали, поддерживали. Я не Мы, наоборот, веселились. Я вообще-то не пела. И я пела песню. Я же на тебя смотрела. Я видела прекрасно, как, типа, вы, ну, тусуетесь под трек Алиши, под все треки, кроме... Просто под Алише танец друг, есть. типа, ну, такая вот. У Алиши есть танец, под поэтому мою танцевали. песню тоже все вот просто такие стояли и все. Под Алишу мы танцевали. Нет, я под твой трек, я тебе Конечно, снимала. Ты пела мне в лицо же, вспомнила. Да. Ну вот, я Просто- танцевала, поддерживала тебя. Ты что? Я тоже пела. Да нет, это все хуйня, типа я... Ну просто вспомни, мне- когда мы- ну, вот посмотрите видео, это просто... И что, какая разница? Вспомни, когда мы 15 были у секунд, и мы Ладушки. стояли, какая разница? Настя. Почему я вообще заговорила про фальшь? Сейчас у меня в тот момент очень сильно взорвалось очко. Мне кажется, что я с какой-то даже агрессией или злобой говорила об этом. На самом деле у меня просто произошел
огромный бум. Это очень тупо, типа, оценивать какую-то ситуацию за 15-секундное видео, когда мы постоянно, типа, держим. Я могу лично сказать, что я пела на твоей песне. Нет, я всё хотела делала. сказать, что... И я знаю, что ребята делали. Типа, это полный раздув, и мне заебало, что вы раздуваете из-за всякой хуйни. Вы все, нахуй. Это полный бред, это ебаный бред. Это реалити просто сплошная какая-то хуйня. Почему у меня взорвалось очко? Когда мы сидели, в тот момент операторы все ушли, и этих кадров, я думаю, не будет в реалити. Настя мне показывает историю Османа, 15-секундное видео, где она поет, и мы просто с девочками стоим и разговариваем. И говорит мне: вы меня не поддержали. Просто она мне говорит об этом, и через 15 секунд она уходит, и приходят все операторы, все режиссеры, и начинают снимать это, и она заново об этом говорит. И я понимаю... Да ладно! И я понимаю, что все, человек раздувает, и у меня взрывается снова очко, и я уже говорю про фальшь. Я просто понимаю, что половина этой реалити, это вы просто сами придумали какую-то хуйню и раздуваете. Все. Все. Это хуйня. Типа, зачем ссориться, зачем, ну, типа, у нас такой хороший вайб, зачем, типа, ломать этот вайб, зачем рушить его из-за того, чтобы просто сделать контент. Мы, типа, мы же общаемся, мы все с вами общаемся, мы все с вами люди. И у нас есть чувства друг к другу. Но когда мы начинаем фальшивить ради, типа, контента, мы портим отношения. Я не про данную ситуацию, я про, типа, начало. Чан говорит про начало, ну давайте начнем сначала. Я не знаю, как это было. Случилось так, что началась какая-то симпатия, и мы не хотели говорить режиссерам, вообще команде, что между нами что-то есть. Мы решили создавать красивую картинку. Когда я даже цветы дарил, я говорил: так, все, это для всех, я говорил, для реалити, но мне самому хотелось сделать приятно Насте и подарить ей цветы. Вот и все. Мы просто говорили. А я не хотела верить в то, что он же не для реалити, не для сцены мне подарил цветы. Как бы я вроде бы это понимала, а вроде бы такая, он же, наверное, чувствует ко мне что-то. Короче, просто мы не говорили то, что мы чувствовали, и говорили, что вот это для реалити, и реально все ребята. В тот момент они все думали, все режиссеры, все, короче, все думали, что мы просто это делаем для реалити, а на самом деле никто никак не знал, что у нас на душе. Вот и все. Алло? Андрей, почему мне сейчас звонят и говорят, что вы с Бэмби разбали мой дом? Мне только что звонила Маша, и мы в жопе. Мы просто разбили дом Марисен, пока она в Америке. Если вы хотите посмотреть, как это все происходило, то добро пожаловать в наш клип. Нанимите деньги. Сучки, тачки, они липнут ко мне, будто жвачки. Я бегу, ведь так много фальши. Мы надеемся и на вашу искренность. И если вы между собой будете нечестны, Если вы то тогда и у нас не получится сделать хорошее настоящее реалити. и сами с собой тоже. И порой просто вот зрителю, вам нужно понимать, что порой кто-то слабости боится свои показать, кто-то еще что-то боится показать. Но порой для зрителя это и есть самое ценное и самое важное. Когда зритель узнает, как условно в прошлом сезоне с маленькой безобидной девочкой, там, которая милая, такая добрая, случилась такая история, которая случилась в прошлый раз, у всех сердце разрывалось. И не только потому, что Еву так жалко, а потому что это история, которая может быть близка многим людям. Многие люди знают, что такое безответная любовь, что такое вот непонятные чувства и так далее. И когда кто-то показывает свою слабость, себя со слабой стороны, это зрителю тоже близко. То есть в этом была изначальная идея того, что мы снимали в Exo-Team, и чем это там отличалось, например, от того, что мы до этого делали. Да, потому что в период, когда у нас существовал вот этот вот пик, тогда TikTok домов был, когда мы все везде показывают идеальную картинку, все везде супер дружные. Нашей задачей было как раз-таки раздвинуть вот эти вот рамки понимания и показать вас более человечными и более близкими к людям. Не какими-то там недосягаемыми чуваками с ТикТока, с Ютуба, блогеры какие-то там а людьми, которые на самом деле такие же обычные люди, как и все, и которые могут быть гораздо ближе к простому человеку, к зрителю, и он может находить в них себя и вдохновляться, учиться на ошибках, себя где-то видеть. То есть вот, чтобы вас сблизить как раз-таки с аудиторией. В этом была цель. Вы потеряли грань между реалити и реальной жизнью. Стоп, а где должна была быть грань? Нет, в этом и дело. Нет грани. Вот, типа, ты не должна играть.
и никто не должен здесь играть. Хотите мою искреннюю позицию? Я понимаю, что для реалити я не буду становиться кем-то другим. Хочу показать себя кем-то другим. Если я в жизни скучный, а я, скорее всего, скучный. Понимаете? Ну, типа, я не хочу влезать в конфликт. Не моя история. Я не хочу быть конфликтным человеком, который раздувает там вот это все. Нет, я со всеми хочу дружить. Я всех обожаю. Я по всем скучаю. Я приехал, я со всеми обнялся так искренне. Реалити для меня ничем с обычной жизнью не отличается. Я не буду с кем-то сраться, потому что никогда этого не делал в этой команде, типа, кроме Влада Хошина. Ну, типа, и все. И поэтому я, так как Чана, не понимаю, когда кто-то фальшивит и раздувает, и поэтому я, так как и многие, наверное, не хотел бы видеть в этом реалити фальши. Нет, просто когда я говорю фальш, я типа понимаю, что у нас, уверен, у нас у всех есть такая тема, когда включаются камеры, мы типа немного утрируем все равно себя. И это абсолютно нормально, мы блогеры, в этом и есть наша работа. Но когда я говорю фальш, я говорю прям именно фальш, то, чего вообще не существует. И когда люди делают такое, чаще всего они в это начинают верить. И поэтому им это причиняет очень больно. А я не хочу, чтобы кому-то из вас было больно. Вот и все. Поэтому я против всего этого. Очень круто, что ты сказала, на самом деле. Просто, просто прямо. Да, есть такая тема. Ты ничего не делаешь, тебе просто ты ничего не дает боль. Ты сидишь в комнате и плачешь. Но ты не будешь делать это типа под камеру, потому что это тот момент, который ты хочешь скрыть, типа настоящего себя. Когда Чана говорит про слово «фальш», я с первого дня держу своей коллеге Элизе, что главный человек у нас, который здесь фальшивый, это Марисен. Маш, расскажи, какие у тебя тогда на самом деле были чувства к Тиму? Тогда, да и сейчас, очень хорошие чувства, потому что они никуда не уходили. Вот. Я очень люблю этого человека, и для меня он очень-очень важен. Видишь, тебе даже это сложно говорить. Почему тебе сложно даже сейчас говорить? Почему ты тогда честно не сказала? Расскажи, поделись. Да мне уже сейчас не сложно говорить об этом, поэтому я и говорю. На тот момент мне было сложно, потому что мне было очень неприятно видеть его с другими девочками и так далее. Я не знаю почему, просто это было внутреннее какое-то. Я приходила в комнату и плакала. Я поняла, что в Эксути меня нет только потому, что все время я провела в комнате, плача. Я вообще такой человек, я... Был такой день, я не помню, какое это было число. Мне настолько было больно, что я сняла диктофон. Мне настолько больно было, я не знаю, что просто... Я реально рыдала, сидела одна в комнате. Это в Сочи? Да, вот. Ты бы хотела встречаться с Марисеном? Нет. Ты бы хотела встречаться с Тимом? Я бы не хотела встречаться с Тимом. Мы расстались не просто так. Мы расстались, потому что я вижу возле себя намного сильнее мужчину. Мне было очень больно, но почему? Да потому что люблю. А боялась говорить о этих чувствах, потому что думала, что кто-то посмотрит на меня не так из девочек, думает, что она странная, почему он до сих пор его любит, а почему они тогда расстались и так далее. Ну, какие-то вот эти лишние вопросы. И мне не хотелось это поднимать, просто не показывать свою слабость. И я понимала, что я одна, как будто мне вот вы есть и так далее. А я как будто вообще ни с кем не могу поделиться, не могу сказать на самом деле, что у меня там. Но сейчас мне как-то все равно, потому что я поняла, что я человек. Ну и что? Ну чувствую я к Тиму, чувства у меня есть. У меня есть ко многим людям чувства хорошие, дружеские, просто кому-то очень сильно влюбленные. И это нормально. Я соглашусь, что я не договариривала в первых сериях, возможно, что-то, но сейчас я открылась, и я очень благодарна Жене, что Женя это сказал. Вот, возможно, в моей голове что-то еще пошевельнулось. Я такая, так, Маша, давай еще больше открывайся, это круто. Хочется быть, не то, что хочется, я иногда, мне так больно
Но я так не хочу никому показывать, что мне больно, я слабая, и я себя убиваю. Всем привет, я Марк Макаров, и это реалити Иксутим 2. Мы приезжаем снимать реалити. Первые дни все вроде классно, я типа со всеми, но потом в один момент меня просто переклинило. Вот. Но на 2 дня так получилось, что я просто выпал, я сидел в номере и никуда не выходил. Я еще перед реалити очень долго думал про то, как нужно себя вести, как нужно вот это все преподнести зрителю, вам, как рассказать о себе. Короче, ребята, И тут я хочу что-то сказать, и меня перебивает. Я хочу кое-что сказать. Внимание! Я надеюсь, ты скажешь хорошую новость. Пожалуйста. Типа, я вас всех люблю туда-сюда, все супер, я вам всем прекрасно доверяю, но... Либо сейчас, либо уже, ну все, типа, время подходит уже, типа... Все, типа, 4 года или сколько я там уже в сети, типа, я всех всегда обманывал, и на днях я хочу, типа, позвонить... страшно говорить. И я начинаю переживать внутри так сильно, что все, и типа я чувствую, что я сейчас сорвусь типа на слезы. Короче, я хочу все рассказать своим родителям, хочу все рассказать. Блять, как сложно, я не знал, что будет. Короче, пи***ц. Я просто хочу, ну, типа, быть полностью открытым, потому что я понял, что всю жизнь жить в обмане... Ой, ебать. Кстати, это то, о чем я думаю, подожди. Я тоже думаю, наверное. Вот, но я не хочу теперь это больше скрывать, потому что я такой, какой есть, и хочу, чтобы люди меня принимали таким, какой есть. И хочу, чтобы об этом знали все. Я скажу всем, вот, что, типа, ну, я гей. Молодец, Маркуш. Типа, потому что, ну, это я. И мы тебя любим. Ну, это поступок очень сильный. Я считаю, что это максимально мужской поступок. Для этого нужны очень огромные стальные яйца, чтобы это рассказать. Типа, Я просто расскажу небольшую предысторию. Перед реалити, типа, мы думали об этом, как это правильно сделать. Я все эти дни сидел в комнате и такой, да или нет, пишу в Твиттер, типа, сложно, пипец, не могу что-то собраться. И сейчас просто, ну, понял, что это надо сделать. И на днях я позвоню маме, я не знаю, как это вообще делать. Потому что вот эти вот все шутки, ну, когда там у тебя уже, ну, типа, семья, дети, какая семья, дети, мам, ты чё? Ну, надо просто, я уже устал просто обманывать себя и всех остальных. Я тоже раньше, ну, типа, относился плохо к геям. Был геем? Был геем раньше. Да, я тоже был геем. Нет, я раньше тоже плохо относился к геям, потому что вы знаете, типа, мое прошлое. Да, и сейчас я вообще, ну, очень круто отношусь. Вот, ну, типа, вообще с ними в контракт очень, естественно, в контракт. Да, типа, гей, это же не диагноз какой-то. Как только я попал в команду, я не знал, что в команде есть геи. И спустя месяц-два я понял, что Марк гей, и у меня было такое же отношение, как и ко всем ребятам. Я не видел в разнице между им, например, и той же Алишей. Это такой же человек, и почему бы нет? Он даже лучше может быть. Получается, что ты еще выходит, если ты признаешь, что ты 4 года был геем. Да. То значит, что-то еще должно выйти. Что еще должно выйти? У тебя были отношения с Евой Мией? Были, да. Не, мы реально встречались, типа. Нет, с Евой, типа... Я вообще офигела с того, что Марк это сделал, потому что я знакома с Марком 4 года, и мы реально встречались, и мы влюбились когда-то в друг друга. Марк сказал, что как будто бы Ева — это его последняя надежда. Да, Ева реально была. Если мы тогда не расстались, возможно, сейчас было все вообще по-другому. Просто сейчас, типа, мне 21-17, типа, ты еще как бы становишься кем-то. Ну, все. Как случилось, так случилось. И когда мне реально говорят об этом, у меня шок, потому что, ну, камон, я 4 года жила с пониманием того, что этот человек, ну, вот с такой конкретной ориентацией. И я это принимала, и относилась как бы к этому хорошо, и отношусь. Но когда он резко вот так вот ни с того, ни с сего говорит, я хочу признаться там маме и вообще всем, я просто такая думаю, что, сколько лет прошло, блин, на самом-то деле. Но это круто, я его поддерживаю.
Я не знаю, я просто хотел это маме сказать лично еще в прошлом году, но один человек меня отговорил от этого, и я такой, надо было все-таки Твоя сказать. подружание? Я не знаю вообще, как она отреагирует. Я очень надеюсь, что она не заплачет, ничего с ней такого не будет, потому что для меня видеть слезы мамы — это все самое больное. Ну, как, возможно, плохо как-то отнесется к этому сначала, но потом со временем она это, примет, поймет и полюбит. Я всегда говорил, что на принятие себя мне ушло несколько лет, и я думаю, она не примет меня за один там вечер. Мне кажется, твоя мама догадывается. Ну не может быть такого, что родители... Может. Когда не хотят верить. Видно все. Да это ты видишь. Чан, если бы мы с мамой жил с мамой, если бы он жил с мамой, может быть, а так он не живет сколько. Да, Чан, я вообще не понимала. Нормально вообще гейм? Нет. Нет? Вообще нет. А, реально? Я когда пытался как-то типа косо затронуть тему ЛГБТ и всего этого, родители очень категоричны. Типа, мой папа говорит, что этих нужно стрелять. Ну как я потом скажу, мам, я как бы пытаюсь их почву, да, так подготовить, а когда я слышу вот это, вообще не хочется говорить, думаешь, да. Мне кажется, для Марка это офигенный шаг, и он не очень верит в себя. И как будто такой шаг может ему помочь. И в целом, ну, мы люди прогрессивного мышления, не как многие в России. Мы хорошо к этому относимся. И мне кажется, что правильно, что мы такое показываем. Такой вот у нас мир. Мы можем что-то говорить, а что-то скрываем. Но я уверена, что, Марк, ты станешь намного счастливее, потому что ты освободился от этого капкана, который тянул тебя. Ты молодец. Всю свою жизнь до того, как я стал, типа, блогером, то все, я себя очень долго принимал, очень долго тоже уходил в себя, депрессовал, переживал, потому что ты такой, типа, я не такой, как все, типа, почему так? Вот. Но сейчас я прям полностью себя принял настолько, что я готов рассказать об этом всем вам. Поэтому скоро будет очень много интересных, мне кажется, постов, видосов, вообще всего класса. Володя, XXL! Ой-ой-ой. Володь. Володь. Ну пока ты пропускаешь. Володь. Знаешь, что ты пропустил? Ну, во-первых, Марк признался, что он гей. А во-вторых, Во-вторых, Герман решил слить мой трек. И мне на площадке они выпустили трек без спроса меня. «Одинокий волк», его трек. А как ты? Ты не стал на них орать, что ли? Это сейчас был вообще полный. Марк гей? Идем сюда. Как хорошо, что я с менеджером. Да, Володь, идем. Я все, он даже на площадке. Мы 2 недели назад выпускали. Мы сделали трек почти год назад. Володя прикололся в менеджер. Я с менеджером. Что по рекламе? А у вас что-то уже весело? Ну, было не весело. Знаешь, что мне Женя сказал? Что угадай, кто самый фальшивый человек в реалити? Женя? Да, Женя, как ты думаешь, что он сказал? Кого? Намек. Гер, пальцем в небо, давай. 3, 2. Жестко. Знаю. Но это очевидно. Ну, да, вообще. Да, это очевидно, на поверхности. Майсан? Вот я так сижу, вот тут напротив меня Володя, вот так вот стоит, и вот тут вот стоит краб. И они смотрят на меня и такие, ну скажи честно, ты влюблена в меня? И он говорит, типа, да я тебя понимаю. Я вот когда Лизе говорил, что я ее люблю, и она сказала, что она меня не любит, я хотела в окно выйти. Я крабу звонила и говорю, я сейчас выйду в окно.